Так, ну что, вторая часть про сарайчик у одного. Все, обшил я стены, настелил пол и даже сделал антресольки. Сейчас пойду покажу. Ну так это выглядит. Ну, вполне уместно, если кто-то скажет, что это большая собачья будка. Но она действительно похожа. Ну, пойдем. Так, вот так дверь выглядит. Ну и как-то оно вот так. Как-то оно вот так. Это пока обзорно. Я так сниму. Значит, обшивал я листами. Долго думал и так и сяк прикидывал. В общем, решил, что вертикально я их буду обшивать. Так что вот листы, они вертикально. Значит, на стенах здесь получается 12 ОСБ, а на полу 18. Значит, вот о чем я говорил в первой части. То есть, чтобы я тут, ну и кто-то еще, привет, так сказать, Сухорукову, которому похеру, кто там будет башкой биться. Если он маленького роста, то ему все равно, кто там будет ходить. Вот, ну мне не совсем так. И у меня предыдущий хозяин дома вот тоже по такому же принципу, вот этому уродскому жил, как гном делал себе эти лазы. И вот еще сейчас ходишь, бьешься башкой, думаешь, господи, кто что здесь жил? Ну ладно, это я что-то наболело. Сейчас уже как бы почти все исправили. Вот, видите, то есть я придумал эти потолочные балки не делать. То есть у меня вот эти вот затяжки, это за место потолочных балок. Вот этот, ну как его назвать, маурат, я не знаю, этот, продольная балка, как хотите. Вот, в общем, если бы здесь вот сейчас сделать подстропильную балку, то я бы ходил здесь, бился башкой из-за роста. Вот так я биться не буду. Ну и потом они, я хочу сказать, здесь не нужны. То есть вот это решение, которое я нашел, но мне кажется более изящным. Но вот видите, там я уже лесенку приделал кровельную. Но я не знаю, не стал ее разбирать. Думал, ну мало ли вот. Я не знаю, баню буду строить, понадобится. Ну, в общем, пока вот так, пока вот я прикрутил, там она есть не просит, пусть висит. Вернее, она прикручена, она и висит на веревках, и я же ее прикрутил саморезами. Так, что еще? Да, ну там 3 сольки еще сделал. Вот прям по контуру, покажу. Вот так вот. Вот так это выглядит. Не знаю пока досконально, что тут будет лежать. Честно хочу сказать, пока не знаю. Это вот как бы такой задел, чтобы вот к этому просто не возвращаться, потому что это требует определенных усилий. Просто вот пока сделал, ну и вот вроде как пока хватит. Дверки пока еще не сделали. Вот как только сделаю дверки, будем уже сюда хорошие вещи носить. Пока вот я еще стесняюсь. Так, ну в общем-то вот видите, конструкция. В общем-то вот она такая. Я уже говорил, укосины. Я большой поклонник укосин. Кстати, вот, да, здесь и вот здесь. И еще кровельные укосины. Я вот так вот. Так вот сделаю. Так, а может так плохо видно? Давайте вот так сделаю. Вот видите.
И вот таких вот 4 штуки. Я еще обратил внимание до монтажа кровли, то есть и обшивки. Вот сначала, наверное, кровля была, потом обшивка. Вот до монтажа кровли, вот как только я сделал укосины, каркас стал вот в этих средних стойках, потому что они все равно как-то их вот этими обвязками не скрепляй, все равно она так пошатывалась. Если на нее надавить, она такая гуляла. Она же ничем здесь поперечная не закреплена, пока даже стропила, в общем-то, не спасает. Но, в общем, но как только я сделал вот эти вот кровельные укосины, каркас стал вот в этих средних стойках гораздо жестче. Так что, ну вот, как-то вот так. Не стал я снимать сам процесс, потому что, ну что тут интересного, ну и не так особо красиво, конечно, получилось, но я хочу сказать, как это, приемлемо. Все, ладно, не будем вала, как говорится, тянуть, потому что снимать здесь особо нечего, и я не очень понимаю, что тут еще снимать. Давайте еще раз. Вот так это все выглядит. Ну, кому-то, может быть, покажется, что это не верх, как говорится, совершенства. Ну, у всех свои видения. Для меня это сарай эконом-класса, но он такой, как я хотел. Так что так. Ну ладно, всем удачи.